Всем привет, с вами Лили, и сегодня, как и обещала, я снимаю продолжение, вторую часть видео о моих покупках. И начать я хочу с косметики, расскажу и покажу вам, что мне понравилось из того, что я покупала в последнее время. И первое, что я хочу показать вам, это вот такие вот тени от китайской фирмы Color Rose. Я очень-очень давно хотела палетку этих теней. Они часто попадались мне в Pinterest. Сейчас я покажу вам, как выглядит внутри. Внутри выглядит вот так. Очень красиво оформлено. У нас такие тени продаются в магазинах Дон Кихоте в Японии. Это средний вариант. Были еще по одной штучке, по одной тени продавались миниатюрки. Средняя и более крупная палетка. В принципе, по цене, что средняя, что большая, они не сильно отличаются, но я выбрала именно вот эту, потому что мне понравился еще ее дизайн снаружи. Вот этот вот красивый узор. Как она оформлена. Потому что крупная палетка, она просто сверху, у нее какая-то ткань такая светлая, и все. Но внутри она, конечно, выглядит очень красиво, но вот эта вот более маленькая версия мне как-то больше приглянулась. Даже вот просто куда-то ее поставить дома где-то в качестве украшения интерьера будет очень красиво. Кстати, в этом видео, в прошлом, я была накрашена вот тенями из этой палетки. Нанесла себе на руку все тени, все цвета, но никак не хочет у меня фокусироваться камера здесь, поэтому сняла на телефон, потом вам покажу. Я теперь вся в блестках. Также я еще хочу показать вам помаду от известной китайской фирмы Flower Nose. Я узнала о них еще, наверное, года 3-4 назад. Они тогда еще не были популярными. Об этой фирме я узнала от Мисако Оки из ее видео на YouTube. Она часто ездила в Китай на различные ивенты, и вот она показывала в одном или даже нескольких видео огромную коробку вот этой косметики Flower Nose. И мне тоже очень хотелось заказать что-то. И в прошлом году, хоп, эта косметика стала очень популярной. В Instagram теперь можно увидеть почти у всех в постах эту косметику, потому что она очень красивая. И у нас тоже эта косметика появилась в Дон Кихоте. Я купила эту помаду по скидке. Она продавалась за полцены. Очень красивое оформление, очень прочный вот этот вот, не знаю, материал. Это помада из серии Цирк, оттенки S04 Hot Cocoa. У нее такой коричневатый оттенок, вот прям как кружка горячего какао, и она еще очень вкусно пахнет. Эта косметика в целом не отличается по цене от японской, не входит в ранг дешевой косметики, но и не дорогой, где-то такая средняя по цене, вполне обычная цена для Японии на эту косметику. Но сейчас я перейду к бюджетной. Мне очень хочется познакомить вас также с серией косметики, которую можно приобрести в Дон Кихоте. Называется она Dolly Angel. Я первый раз купила на пробу вот такой хайлайтер и жидкие тени с блестками. Такой вот сиреневатый оттенок. Вот такие вот жидкие тени с блестками. На самом деле я купила эту косметику на пробу первый раз, потому что она довольно недорогая. И мне как раз, у меня закончились жидкие тени, до этого у меня были корейские, достаточно дорогие. И я просто увидела, думаю, недорогие, дай-ка я попробую куплю. И мне безумно понравилось. Они достаточно жидкие и легко наносятся, не создают какого-то такого стягивающего эффекта. Конкретно в этих вот есть как мелкие, так и крупные блестки. Смотрится очень интересно, нарядно. И хайлайтер я этот просто обожаю. Вот я до этого покупала 2 японских хайлайтера, но они не давали того эффекта, который мне хотелось. И вот эти я купила тоже просто на пробу, и они оказались очень-очень классными, очень красиво блестят. Сейчас очень популярно делать макияж вот с таким хайлайтером блестящим. Мне кажется, очень подойдет для
арт-макияжа в стиле фейрикор, и макияжа русалочки, вот что-то такое вот с блестками. И также чуточку позднее я купила на пробу еще вот такую вот пудру, тоже вот Dolly Angel. Внутри здесь зеркальце, и вот так вот выглядит сама пудра. Мне тоже пудра очень понравилась, и я на самом деле не ожидала, потому что мне довольно-таки сложно найти в Японии подходящую по оттенку пудру, ну и тональник, и все, что вот, потому что цвет кожи немножко другой. Но вот эта пудра, она сама по себе такая очень светлая, можно сказать, прозрачная, и она не создает такого прям супер эффекта маски, ну, не тяжелая, а по текстуре она такая легкая очень. Поэтому мне очень-очень понравилось. Я надеюсь, что они дальше будут выпускать эти пудры, потому что мне вот безумно понравилось. И напоследок из косметики я еще хочу показать вот лак для ногтей. Вот этими тремя я пользуюсь чаще всего. От фирмы Чифури. Не знаю, как правильно. Я очень долго искала лак, который бы держался достаточно долго. И наконец-то я нашла. Вот это на данный момент мой фаворит. Он очень быстро сохнет после нанесения, достаточно долго держится. Плюс я еще, конечно, пользуюсь такими светлыми оттенками в основном, поэтому если даже где-то у меня отколется, то это будет не сильно заметно. Вот, и я, наверное, меняю слой лака раз в неделю, делаю маникюр. По цене они входят, наверное, в такую среднюю ценовую категорию, не самые дешевые, но и не самые дорогие, вполне доступные. Так, с косметикой мы закончили, и сейчас я еще хочу показать вам вот такие часы. Они были на мне в прошлом видео. Я довольно часто их ношу, точнее, я постоянно их ношу, теперь с ними не расстаюсь. И это часы от фирмы Hyubei, если правильно называю, китайская фирма. Вот так вот они выглядят. Довольно тоненькие. И я выбрала с розовым ремешком, потому что они, в принципе, подходят ко всему, к любой моей одежде. Они достаточно бюджетные, плюс когда Subaru мне их купил, была скидка довольно большая. Они хороши тем, что они измеряют пульс, измеряют там количество пройденных шагов, сколько мы там прошли, допустим, когда гуляли, интересно. И самое важное, самое необходимое, это то, что сюда приходят сообщения, когда, или звонки телефонные, когда у меня, например, телефон в сумке или телефон далеко, а я занимаюсь какими-то домашними делами, то я сразу замечу, потому что мне придет сообщение вот сюда, и звонок тоже вот здесь появится. Highway. Может быть, это не Hyubei, а Highway. Тут написано. Также я еще хочу познакомить вас с серией вещей из магазина серии. Это магазин Все Постоен в Японии. И у них не так давно стала постоянно выходить серия, вдохновленная Европой и антиквариатом. И я уже стала просто постоянным их покупателем. Сейчас я покажу вам некоторые вещи. У них продаются вот такие вот красивые рамочки. Также еще одна висит у меня над кроватью, я потом вам тоже покажу. Вот такие вот очень красивые различные статуэтки, вазочки, различные бутылочки, скляночки, много чего очень красивого продается. Вот с лебедем я храню здесь косметику. Стоит она у меня около кровати, и я перед сном мажу губы, крем для рук, и вот такой вот зайчик тоже у меня любимчик. Такая статуэтка. Сейчас, кстати, в последней коллекции у них зайчики, по-моему, в шляпах, там с аккордеоном, и еще принцессы какие-то. Вот такая вот тарелочка тоже пластиковая, но очень красиво выглядит, сделана под антиквариат, и я храню здесь украшения. Первый раз, когда я обратила внимание на эту серию, сначала мне попались вот такие вот ботанические иллюстрации. Я очень большой фанат таких вот вещей. С той и с другой стороны иллюстрации. Вот такие вот миниатюрные. Такие вот как страничка из старой книжки.
такая пожелтевшая. Их на самом деле очень удобно использовать при оформлении мудбордов, при оформлении, допустим, декора дома, или же ведете, например, скрапбук, посылаете письма, допустим, открытки какие-то оформляете, как это я делаю. Мне очень хотелось вот такие вот странички книжные использовать при оформлении, но рвать свои книги мне было жалко, конечно. И когда я увидела вот такие вот иллюстрации, то я была безумно рада, потому что их очень много в упаковке и можно использовать вообще по-разному. Ах да, еще покажу вам вот такую вот красивую шкатулку. Я просто в восторге от этого оформления, от вот этих девушек. Я храню здесь свои таблетки, лекарства, но зато вот в такой красивой упаковке они у меня стоят и радуют мой глаз. Также у них регулярно выходит серия открыток. У меня уже столько открыток, что они не хотят доставаться. Сейчас, секунду, я покажу вам для примера. Летом вот я приобрела вот такую вот красивую девушку в платье. Вот такие вот тоже простые для оформления чего-то. Также накануне я покупала открытки вот из серии, вот как я показывала шкатулку. Вот из этой же серии были еще открытки с похожими иллюстрациями. Одна висит у меня на стене, а остальные я отправила своей подруге в Германию. Ну что ж, думаю, можно наконец перейти к платьям. Я обещала показать вам платье, которое мне присылали, когда я участвовала в коллаборации. И, наверное, начну я с платьев от японского дизайнера Арисы Гаварис. Она предложила мне два платья взамен на фотографии. И первое платье вот такое вот, голубое. Очень интересная ткань, здесь пришиты вот такие вот, сейчас покажу, много цветов, красивые такие рукава. И вот что мне больше всего нравится, это вот этот вот воротник, он такой необычный, напоминает мне и кукол, и какие-то цирковые какие-то наряды. Мне вот прям очень запал этот воротник в душу. Единственное, платье мне было очень длинным, и я спросила дизайнера, могу ли я отрезать низ, укоротить его, чтобы носить, на что мне дали добро. И из ткани, которая у меня осталась от низа, я сшила, сейчас покажу, я сшила вот такой вот чепец, или капор, как его назвать лучше. Вот. И добавила еще белую ткань и кружево, которые у меня были дома. И у меня получился вот такой вот набор, как бы, да, платье и чепец. И я потом покажу вам картинки, фотографии и видео, которые у меня со съемок остались. Так, я пока буду немножко сюда вот это вот складывать, что я уже вам показала. И второе платье выглядит вот так. Вот такое вот платье. Здесь завязывается на бантик. Очень красивые рукава. Здесь тоже кружево вставлено. На самом деле оно такое очень принцессное, очень романтичное. Мне вот напоминает что-то между принцессой Авророй и Рапунцель вот по цветам. Всем оно очень понравилось в Инстаграм, тоже писали, что вот эта вот расцветка, она просто безумно красивая. И к нему еще вот такой вот корсет. Так вот. Я надевала его вместе с корсетом. И потом я еще, кстати, корсет носила отдельно с другой блузкой, с платьем. Это шнуруется. Первый раз мне Subaru помогал, потом я уже сама справилась. Далее покажу вам платье, которое сейчас на мне, пока я не забыла. Это платье мне отдала моя подруга. И оно было сшито ее подругой, то есть ей, я не знаю изначально для кого оно было сшито, но вот эта девушка дала моей подруге, моя подруга сказала, что она такое не носит, и отдала мне, она сказала, что мне пойдет, вот забирай, и она дала мне несколько платьев, из них два, вот я сегодня вам покажу, они были сшиты вручную. На самом деле я очень удивилась, потому что вот платье сидит на мне идеально, как будто бы на меня сшито было.
Здесь вот такой воротничок, рукава 3/4, и оно по длине до середины щиколотки. У него очень широкий, шикарный такой подол. Мне нравится безумно в нем гулять, потому что можно так вот покружиться, потанцевать в нем. Очень красиво смотрится, на фотографиях просто шикарно. И самое главное, это, конечно, расцветка, потому что я большой-большой любитель роз. И второе платье, оно уже больше на осень, поэтому я его пока что не носила. Вот такое вот коричневое. С длинным рукавом. И, кстати, расцветка здесь тоже с розами. Мне тоже очень это нравится. Потом примерю и покажу вам, как это будет смотреться на мне. Так, значит, и у меня еще осталось 4 платья от Scarlet Darkness. Это сайт, насколько я могу судить, европейский, потому что у них шьют они в Китае, но у них вот на китайском ничего нет, у них только на английском и на немецком. Так что, поэтому я подозреваю, что это немецкая фирма. И первое платье, которое мне прислали, вот такое, голубое. Все писали мне, что я в нем похожа на Алису в «Стране чудес». Мне очень понравилось узор на ткани, лесная расцветка, ежики, желуди, разные листочки. Все это выглядит очень прям мило, так мне очень близко такое вот. Это платье из, по-моему, из детской серии, из подростковой точнее. У них есть на совсем маленьких, есть там на подростков и на взрослых. Второе платье, которое я вам покажу, оно уже из взрослой серии, и оно немножко мною переделано. Вот такое вот белое платье с голубыми цветами, с кружевом, с бантиками. Оно было... Это размер S из взрослой серии, но оно, к сожалению, оказалось мне очень велико сильно. Не хватало мне тут объема в груди, и оно было мне длинно практически до самого пола. И вот часть, где талия, вот все вот это вот мне было велико. Хоть тут есть и поясочек сзади, который меня спасал, но все равно вот эта вот резинка сзади и здесь вот спереди, они, конечно, вообще не спасали, потому что на мне все хлябало. И как я, значит, вышла из положения, я немножечко здесь вот подшила с боков. Вот здесь вот эту часть подшила, чтобы... И как-то вот, знаете, стало здесь. И верхняя часть немножко стянулась. Но, в принципе, незаметно, что что-то было затронуто. Я сделала фотографии, и после того, как я выполнила свои обязанности, я его укоротила. Подол, и теперь я могу его спокойно носить. Вот здесь вот тоже такие бантики. Далее, еще одно платье, которое очень прям зацепило меня, запало мне в душу. Вот такое вот зеленое платье. Это второе зеленое платье, которое у меня есть. И оно такое, знаете, вот прям... Мне напомнило почему-то фильм «Ромео и Джульетта». Ткань довольно плотная, тяжелая, очень похожа на атлас. Наверное, это он и есть. Это тоже платье из детской серии. Село на мне идеально. Вот такая вот вставка спереди идет. Сзади оно все зеленое. И рукава у него такие очень интересные. Тоже мне очень-очень понравились. И последнее платье, которое я сейчас покажу, я еще его не успела отснять. Это платье тоже из детской серии, в стиле таком cottagecore. Вот такое вот голубое. Здесь идут еще, знаете, вот такие вот оранжевенькие цветочки. Мне кажется, можно уже придумать какой-то образ именно осенний, потому что у нас скоро будут, да, желтые оранжевые листья, красные. Оно достаточно длинное, снизу идет кружево, и к нему в наборе, значит, вот такой вот чепец. Очень классный, мне кажется, его даже можно просто в Японии носить летом, когда, например, занимаешься садоводством, занимаешься цветами. Японки у нас часто носят, которые занимаются вот садами, у них похожие чепчики, только у меня вот такой вот он красивый, с цветочками. И еще идет вот такой вот фартук в наборе, беленький.
Я тоже очень обрадовалась этому фартуку, потому что его можно будет использовать потом как отдельный аксессуар для каких-то других образов. Простой такой белый, универсальный. Думаю, что я его тоже еще буду часто носить. Вот, потом, когда я отсниму эту серию, тоже вам покажу обязательно. И напоследок покажу вам платье, не относящееся к коллаборациям, просто я забыла показать его в прошлом видео. Это платье из Double Focus, я купила его на распродаже. Я купила его весной к сезону сакуры. Вот такое вот розовое платье с белым воротничком. Здесь был изначально шла черная лента, но я заменила ее на белую. Мне кажется, так намного гармоничнее смотрится. Оно удобно тем, что оно не мнется, после стирки его не нужно гладить. Оно просто висит у меня в шкафу, и когда мне нужно куда-то срочно как-то красиво одеться, я так хоп, быстренько его надела и пошла. Не нужно ничего гладить, долго собираться. Вот, на этом я заканчиваю. Это видео тоже получилось довольно-таки длинным. Я потом все, что не нужно, обрежу. В конце еще хочется поблагодарить вас за теплые комментарии к предыдущему видео, за все ваши комплименты, теплые слова. Меня это очень радует, греет мне душу, потому что на YouTube возвращаться на самом деле мне было непросто как-то. После долгого такого перерыва ваши теплые комментарии, конечно, очень-очень меня подбадривают. На этом я заканчиваю. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.